здесь все неправильно устроено. Родился не в той стране и попал куда смог. Я в какой-то момент пришла к выводу, что эта страна не для меня. Когда это проходит и как оно это все нормализуется. Здравствуйте, дорогие друзья! У меня было на подходе другое совершенно видео, но выйдет оно в следующий раз. А сегодня я проснулась и увидела там некоторые ответы на свои комментарии. И я вспомнила про эту тему, хоть я и говорила, уже жаловалась на то, что мигранты жалуются. Но хотела немножко поговорить в глубине о том, почему вообще люди жалуются. То есть дело не в Аргентине даже. И когда это проходит, да, когда это все пройдет, когда вы перестанете себя чувствовать, возможно, жертвой каких-то обстоятельств, что вам не повезло. Через все мы это прошли, да, что уехал из одной непутевой страны, попал в какую-то другую непутевую страну. Значит, спойлер-алерт, да, это что оно все проходит, это все пройдет. Но вопрос, почему это так, почему так работает менталитет людей из постсоветского пространства, и когда это проходит, и как оно это все нормализуется, и вы уже, если попадете в, как мы говорим, círculo vicioso, да, вот замкнутый круг какой-то, каких-то жалоб, то это уже будет другой совсем круг, свойственный уже народу этой страны. Да. Значит, когда мы приехали 23 года назад, скоро в марте будет 24 года назад. Кто меня не знает, мне было 14 лет, так что можете тут уже писать, ну так конечно, ты же была подростком, тебя привезли, тебе не пришлось принимать это решение. Вот. Но кто меня знает, кто смотрел эти видео, знает, что все равно я активно участвовала во всех событиях, да, своей семьи, потому что я практически работала помогатором, скажем так, для своей семьи. То есть я всегда делала все переводы, ходила смотреть там аренду своими родителями, там торговалась с людьми, договаривалась, отстаивала какие-то права. Да, с 14 лет это все мне уже довелось как бы. И к тому же я всегда поддерживала своих родителей в их решении мигрировать. Но, тем не менее, потом, конечно, я их за это упрекала. Так что у кого дети, вам возможно, доведется вот это вот, да, вот упреки детей своих, но они потом, я всегда говорю, они в итоге все равно вас за это отблагодарят. Так вот, извините, me voy por las ramas, да, то есть когда я ухожу от темы, то есть ухожу на разветвление тем. Так вот, когда мы приехали, и мы общались с другими людьми из постсоветского пространства, потому что мой отец работал в оркестре, он сейчас работает в другом оркестре. И так как оркестр был создан по интернациональному конкурсу, были люди там из Украины, как и мы, были из России, из Молдовы, был армянин, там грузины. В общем, да, помимо других иностранцев из других стран, которые не относятся к постсоветскому пространству, например, как Венесуэла, США, вот такая смесь была, да. И, конечно же, аргентинцы из разных провинций. Когда мы собирались, обычный разговор заключался в том, как здесь все неправильно устроено, как здесь люди какие необразованные, никчемные, неумелые, и это перетиралось постоянно. 23-24 года спустя, ладно, если так округлить, 20 лет спустя, заходишь в группе на Telegram и, в принципе, видишь то же самое. То есть на первом месте стоят темы бытовые, там, где обменять крипту, где купить там то да сё. А дальше в промежутках вот это все перетирание, насколько здесь все неправильно сделано, не так розетки, не так построено, не такая еда, не так в ресторанах обслуживают. Все не так. Со стороны это смотрится ужасно, но в то же время я осознаю, что я тоже была на этом месте, да, то есть мы приехали, и у нас был такой же точно подход. И это свойственно людям постсоветского пространства, потому что, например, если сравнить с мигрантами из других стран, у них может другой тип жалоб. И либо, если взять мигрантов из Латинской Америки, которые попадают в другие страны, то есть я за всем этим слежу, да, я смотрю материал, вот миграция – это такая тема, которая
меня очень вдохновляет, и я могу установить различные особенности, на что жалуется каждый мигрант. И в данном случае это такой, скажем так, национальный признак в кавычках, потому что на самом деле много национальностей, потому что там много национальностей. Да, сейчас из-за темы войны, может, это странно будет звучать, да, но все-таки эти народы, они похожи, как ни крути. Менталитет очень-очень похож. Хотя, может, он немножко и менялся в разные стороны в течение этих 20 лет. То есть я замечаю все равно какие-то, может, и различия, но в итоге поведение эмигрантов оттуда смотрится одинаково. И претензии приблизительно те же. В тот момент, да, мы тоже осознавали, что это была страна, которая нас приняла, да, что она нам открыла свои двери. И в данный момент из-за санкций, да, это еще и одна из немногих стран, которая действительно открывает свои двери, дает какие-то возможности по легализации, хотя в Аргентине совсем не просто легализоваться. То есть мы приехали из Украины, был договор с Украиной, мы приехали по рабочей визе, и там нам много чего упростило, но все равно это все было очень сложно. То есть, с одной стороны, ты осознаешь, что тебе открыли двери, в отличие от многих других стран, которые такой возможности даже элементарно не дают, да, вот приехать и жить, работать. Но, с другой стороны, все равно вот это ощущение, что тебе как бы некуда было больше деваться, оно тебя особо не покидает, и оно идет в противовес и дает вот это настроение, да, жертвы, в которой все не так идет, потому что родился не в той стране и попал куда смог. Когда ты себя ставишь уже в эту категорию, из этого очень сложно выкарабкаться потом. Аргентинцы, да, вот постоянно, в данном случае буду в третьем лице говорить, хоть я и аргентинка, но я не из тех, которых постоянно жалуются, там, ну, как мы говорим, este país es inviable, que país de mierda, hay que irse, да, то есть отсюда нужно смываться, здесь никогда ничего не наладится. Это наши жалобы, да. Но я в этом не участвую в основном, да. Вот у меня небольшое отличие, будучи бывшим мигрантом, я в этом не участвую, потому что я решила, ну, уже я вышла уже из этой фазы жертвы, и я теперь сама строю свою судьбу. Да, я здесь нахожусь, потому что я хочу здесь находиться. И вот те, кто здесь уже находится год, полтора, два, и продолжают жаловаться, ой, тут у них это, тут у них то. Нет, люди, это уже у вас. Это уже не у них, это уже у вас, потому что за год, за полтора, за два вы уже могли куда-то перебраться или вернуться, но вы здесь продолжаете находиться, да, значит, это ваш выбор. Вы здесь находитесь по собственному выбору, так что это уже у вас. Я всегда сравниваю миграцию как долгосрочные отношения, как брак, с браком, да, или неважно, брак, не брак, женатый, не женатый, люди, которые живут вместе много лет. То есть когда ты жалуешься на своего мужа, на свою жену, это получается то же самое, как жаловаться на свою страну, потому что ты жалуешься на свой выбор. И как бы это тебя показывает как кого-то, кто не умеет взять в руки свою жизнь и что-то с ней сделать, да, и что-то в ней поменять. Как же с миграцией, с этим все-таки бороться, скажем так, ну не то, что бороться, а это проходит, когда постепенно ты понимаешь, почему все работает так или иначе, и ты понимаешь, что по-другому и быть не могло. Может ли быть по-другому в будущем? Да, как и везде, может. Но чтобы что-то поменять, либо уходит много лет, да, несколько десятилетий, да, чтобы глубинно поменять какое-то поведение целого народа, да, подход к чему-то целого народа. Либо оно может поменяться из-за каких-то очень резких событий, да, с большим количеством жертв, ну, как в принципе везде, да, то есть оно может поменяться, когда на это есть какие-то веские причины. Ну, потому что просто приехала там кучка мигрантов, ничего не изменится, конечно же. Как со временем понимаешь, что все так, а не иначе, да. Как понять причины? Нужно просто глубинно познать эту страну, да, ну или любую страну, куда вы попали. Нужно ее глубинно познать.
Без языка, без интеграции и без общения этого не получится. Неважно, сколько пройдет лет, этого не получится. Да? То есть ты не можешь познать что-то, если ты просто пользуешься, да, вот ты живешь, и ты просто покрываешь свои надобности, да, и все, это будет очень поверхностно. И тем более полюбить что-то. Ты не можешь полюбить что-то или кого-то, если ты его глубинно не познаешь. Лично я, как у меня это все было, да, я перестала себя чувствовать какой-то жертвой, я начала все познавать. Я в какой-то момент пришла к выводу, что эта страна не для меня, и я начала интенсивно готовиться к тому, чтобы ее покинуть. Я выбрала профессию, которая мне могла дать будущее в других странах. Я начала изучать языки. И мой защитный такой рефлекс был вот такие меры. Я все-таки была еще на той фазе, при которой считала, что как бы вся моя жизнь изменится, да, станет такой, как я хочу, если я уеду в другую страну. Но потом, конечно же, когда ты взрослеешь, ты понимаешь, что так не работает, что ты не можешь просто-напросто найти страну, где все думают, как ты, и все делают, как ты, им нравится то же самое, как и тебе, и теперь тебе там жить будет в кайф. Такого не бывает. Но, конечно, если у вас есть возможность и желание поменять страну, конечно же, нужно искать такую, которая будет вам по вкусу. При миграции чаще всего так не складывается, да. Что случилось по пути к тому, что я готовилась как бы отсюда уехать и устроить свою жизнь в другом месте? Я глубинно познала страну, и я ее полюбила, такой, какая она есть. И я просто поняла, что уехать, жить в другую страну, ну, во-первых, это пройти заново через весь процесс, да, то есть у меня ушло столько лет, чтобы себя здесь почувствовать как дома, чтобы понять все, что к чему, что заново я через это проходить не собираюсь. Но самое главное, как бы я себя почувствовала. Если я почувствовала бы не в своей тарелке, это ощущение, оно мне уже знакомо, и мне его уже было сполна. Но что я могу сказать тем, которые еще находятся в этой не своей тарелке, что это проходит. Это проходит, но если вы будете менять постоянно страну туда-сюда, то, конечно, я думаю, на это уходит столько времени, что вы никогда себя не почувствуете как дома нигде. Вопрос, если у вас такая цель, либо у вас есть цель вернуться, откуда вы приехали, когда там все наладится, если быть оптимистом, да. То есть это уже каждый должен повзвесить и решить, что он хочет для своей жизни. Санди, так, короче, об меня тут трутся какие-то коты собачьего вида. Значит, я забыла еще сказать мою теорию, почему постсоветский мигрант, да, так часто на все реагирует. Но, как я уже говорила в других видео, я считаю, что там люди очень сильно давят друг на друга, там другие требования. Ответная реакция – это делать то же самое с другими. Это как когда над тобой есть насилие, да, вот большинство преступников доказано, что они были жертвами насилия сами, да, извините за сравнение. Вот. И то же самое вот это давление, когда на тебя давят, и потом не можешь в ответ что-то туда наверх, да, ответить там правительству или даже преподавателям, своим начальникам, и ты начинаешь там, куда получится, да, реагировать, бывает даже на свою же семью. И то же самое получается, когда люди приезжают из другой страны, да, которая на них очень сильно давила, они начинают давить, соответственно, на свою новую страну, на свой новый народ и что-то от него требовать. Поэтому я считаю, что есть различия, да, между мигрантами из постсоветского пространства по сравнению с другими мигрантами. Плюс вот это вот давление и недооценивание людей, да, ни во что их не вставить. Может, и везде такое случается, но все равно я считаю, что здесь
люди так не унижают и не обсирают по профессиональному признаку. То есть если ты не очень хороший профессионал и не очень хорошо умеешь делать свое дело, то все равно будет больше цениться какой-то человек, как с тобой, насколько с тобой приятно общаться, чем все-таки вот эти твои характеристики, связанные с твоей какой-то, ну, пользой, да, какая у тебя польза. Я это очень ценю здесь, в Аргентине. Раньше я этого не понимала. Я даже не понимала, почему мои там одноклассники некоторые дружили с друг другом, несмотря на то, что они были таких разных там уровней, да, из разных семей. Одни там были типа из интеллигентной семьи, как принято такие ярлыки вешать, да, а другие так из какой-то бедненькой семьи и такой неинтеллигентной, скажем. Все равно люди все дружили друг с другом и ценили себя как-то по другим признакам, да. И вот этого я тоже особо не понимала, а теперь я не только это понимаю, но еще и очень ценю. Многие мне начнут писать видео: вот у меня случилось там такое-сякое, мне там что-то сделали, взяли с меня деньги, а оно разломалось, оно не работает и так далее. Опять-таки, так как нет такого давления и требования сильного, здесь есть люди, которые очень профессионально работают, а есть люди, которые работают как-то хреново, и им за это ничего не будет. Поэтому нужно просто уметь искать, и все. Либо, если вы профессионал и видите, что профессионалы в вашей сфере не такие там профессиональные, как вам кажется, должны быть, да, то просто берите, пользуйтесь этой возможностью и открывайте свое дело, и начинайте показывать, какой вы крутой профессионал в своем деле. Опять-таки, здесь есть и ответственные люди, и безответственные, и на все есть, как это, экстремус, как мы говорим, полные противоположности и все оттенки посередине. Люди не разделяются, а просто живут вот таким разнообразием вместе и умеют друг друга ценить. Вот, я думаю, это все, что я хотела сказать по поводу того, что я вот слышала, видео, читала. И опять-таки, пока глубинно не познаете то место, где вы живете, вы не будете чувствовать, что ваша жизнь наладилась, и вы не перестанете чувствовать, что все идет против вас, что вас хотят обдурить, что вам хотят навредить, и вот эта вот такая защитная реакция, она не пройдет, пока вы глубинно не познаете то место, где вы живете. И, конечно, нужно для этого выбраться все-таки из этого пузыря, потому что есть люди, которые этого и не достигают, да, которые живут десятилетиями в своем пузыре, они не познают свое вот это пространство, в котором они живут, вне пузыря, да, и поэтому, ну, я думаю, это потерянное время, да, это люди, которые живут десятилетиями, они теряют возможность превратиться в кого-то иного. Об этом, наверное, запишу другое видео, почему я считаю, что при миграции нужно превратиться в кого-то другого, а не оставаться просто вот каким ты был, и, ну, почему это неизбегаемо. Ну, все, друзья, мне кажется, уже было достаточно на сегодня, и вскоре увидимся. Всем пока.